Всем привет! В этом видеоролике я хочу вам рассказать о том, как переехать в Китай. Нужно начинать, и вообще более подробно рассказать эту тему. Все, кому интересна эта тема, прямо сейчас поставьте лайк. Мы продолжаем. Начнем с того, что я живу в Китае уже более 8 лет. У нас также есть группа ВКонтакте, где мы делимся информацией, помогаем с устройством учителями английского в Китае. А также, после 8 лет в Китае я обладаю достаточным количеством информации, чтобы поделиться ею с вами. Можно, конечно, приехать в Китай, вложить в экономику Китая $1 000 000, жениться на китаянке, либо выйти замуж за китайца. Также можно работать в Китае официально и получать очень высокую зарплату, к примеру, 50 000 юаней в течение 5 лет и подаваться также на грин-карту. Но при этом еще будут дополнительные требования, такие как наличие собственного жилья, и так далее. Но эти требования меняются каждый год, и нужно сказать о том, что это довольно сложно. Если говорить именно про грин-карту китайскую, это сложно. Но можно приехать по рабочей визе работать. Этот вариант самый популярный. В Китае очень много иностранцев приезжает сюда, работает на постоянной основе. То есть, особенно если вы не меняете рабочее место, вы можете просто каждый год продлевать свою визу. И жить здесь, в принципе, сколько угодно. Также есть категория студенты, можете также здесь учиться. То есть, тут нет никаких ограничений. Но чаще всего люди приезжают сюда работать надолго. Если брать все профессии, которые популярны в Китае для иностранцев, на первом месте, наверное, будут модели, музыканты, учителя. На втором месте это айтишники. На третьем месте это уже люди, связанные с торговлей и с логистикой. Человек, который не обладает какими-то специальными навыками, проще всего ему будет переехать именно работать учителем английского, например. Поэтому очень многие приезжают сюда работать именно учителями. Люди разных профессий, люди с разным опытом, очень многие приезжают сюда работать именно по этой специальности. И сейчас у вас может возникнуть вопрос, а сколько же иностранных учителей не хватает в Китае? Последний раз я проверял статистику 2 года назад, и на тот момент в Китае работало примерно 3 миллиона иностранных учителей. И при этом постоянно наблюдалась нехватка кадров. То есть это официально 3 миллиона, и нужно учесть тот факт, что неофициально в Китае работает больше половины, наверное. Сейчас, конечно, уже меньше стало, потому что границы закрыты, но до сих пор многие сидят по Т-визе и продолжают работать неофициально. То есть спрос на учителей в Китае огромен просто. И этот рынок, он просто безграничный. Для тех, кто ничего не знает об этой теме, хочу сказать, почему так происходит. Дело в том, что профессия учителя английского в Китае, а именно иностранцы, которые работают учителями английского, это уже давно здесь превратилось в тренд. Если в твоем садике, либо в школе, где учится твой ребенок, работает иностранный учитель, эта школа уже считается, в глазах китайцев более престижной. Поэтому каждая школа, каждый садик, все хотят видеть у себя на работе учителя английского. То есть садиков, школ тут вообще просто в каждом районе. Вот сейчас открыть карту, и тут просто будет полным-полно школ. То есть тут, не знаю, на каждые 2 километра по 10 садиков только посчитать. И в каждом городе Китая, в каждом районе Китая очень многие учебные заведения хотят видеть у себя учителей английского, иностранных. Поэтому спрос просто огромен. Многие говорят о том, что эта лавочка скоро прикроется и так далее. Но когда мы сюда только приезжали, так говорили. И сейчас так говорят, и будут так говорить. Но я не думаю, что что-то изменится. Единственное, что может поменяться, это условия получения визы. Может, какие-то другие визы начнут делать. Это единственный момент. А так, в общей сложности, профессия востребована, я думаю, и дальше люди будут работать. Но сейчас очень сложно с границами, конечно. Но эта проблема наладится, и люди приедут и будут дальше работать. У нас сейчас очень многие друзья застряли в России и не могут вернуться обратно. Итак, по какой же визе наши учителя здесь работают? Чаще всего работают по визе учителя русского, либо учителя физкультуры, такая как у меня виза, либо менеджера. Менеджера я бы не советовал делать визу, особенно в садике. До какого-то года можно было делать визу учителя английского для русских, но этот закон потом поменялся. И сейчас, прошло какое-то время, сейчас можно в провинции Шандуин, если не ошибаюсь, там можно до сих пор делать визу учителя английского, если вы не носитель. Но это касается буквально пару городов, помимо Шандуна, и все. То есть это если только ехать в Шандун. Но у вас должны быть в идеале все документы, у вас должны быть всякие сертификаты, доказательства опыта и так далее. То есть требования достаточно высокие. Я не буду говорить очень подробно о том, какие документы нужны. Но если кому-то очень интересен этот вопрос, можете написать в комментариях, я обязательно на все отвечу. То есть вкратце могу сказать, что необходимо высшее образование, любое, опыт работы, который, в принципе,
никто не проверяет. Вы можете любых друзей и знакомых попросить вам написать такую справку. У нас даже был случай, один наш знакомый, он сам себе писал справку об опыте работы, у него ее приняли. То есть это до смешного доходит. То есть основные два документа — это диплом о высшем образовании любой и справка о несудимости. Если у вас есть оба этих документа, то вы спокойно можете приехать в Китай и работать учителем. Причем неважно, какое у вас образование. Для того, чтобы начать весь процесс устройства, вам нужно найти работодателя, отправить видео себе на английском, отправить свои документы, сканы. То есть, чтобы вам подобрали рабочее место. Но нужно учесть тот факт, что обычно работодатели ищут учителей за неделю, за две, за месяц максимум. То есть никто не ищет заранее, за полгода, год. Поэтому сейчас, на данный момент, все, что нужно, это ждать открытия границы, готовить документы. Нужно обязательно легализовать справку с полиции и диплом ваш. Все остальные документы, в принципе, можно и здесь сделать. Для того, чтобы сразу заезжать по рабочей визе, нужно полностью собирать весь пакет документов. Если это видео показалось вам интересным, полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, напишите ваши вопросы и следите за нашими новыми выпусками. Будем стараться более подробно освещать эту тему. Также я планирую поснимать саму работу в садике. Вот я хочу снять ролик, прям полный рабочий день в садике, как происходит вся работа. Вот в некоторых выпусках тоже. Всем пока!